Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня новый бренд, причем из далекой Новой Зеландии, который называется Beaufort. Это уже второй новозеландский бренд на канале. Первым был, конечно же, Magret, а Beaufort, значит, бренд, который был назван в честь британского бомбардировщика времен Второй мировой войны и который, в общем, участвовал в боях со стороны Британии, Австралии, Новой Зеландии. В общем, они вот выбрали такую некоторую историю свою. И компания появилась примерно 4 года назад. Первой моделью был как раз аэротаймер, который сегодня на обзоре. И они сделали такой вот спустя 4 года новую обновленную модель. И про марку эту написал в нашем чате Эндрю. Ему спасибо за это, навел на меня на новый интересный бренд. Присоединяйся, кстати, к чату обязательно. Ссылка в описании к ролику. У нас чат Telegram. Ну и вот, собственно, когда эта модель вышла, как всегда попросил Алина, ссылку на его Telegram оставлю в описании к ролику тоже. И он мне эти часы заказал, вот они уже у меня, то есть это прям горячий-горячий такой тоже пирожок, не так давно они вышли, буквально вот несколько недель с момента записи ролика, по крайней мере. Ну и давайте открывать, смотреть, что в коробке. Коробка вроде бы со стороны простая, но это, в принципе, как всегда, не главное, да, есть еще вот такая карточка, карточку, кстати, они не заполнили, вот, но зато это все идет в такой travel коробке, которая очень хорошо уложена, разложена, прям такой сверху картончик идет, то есть для почты они делают все как надо, понимают, что с Новой Зеландии, естественно, будут люди далеко заказывать. Значит, открываю коробку, и здесь вот такие вот у нас винтажики. Ну, коробка вообще неприметная, я бы сказал, ни о чем. Но, ребяточки, здесь много чего занятного в этих часах относительно цены, механизма и всего остального. И давайте с ними уже тогда теперь наконец-то знакомиться. Значит, Beaufort Aerotimer Mark II. Версия 2, и у меня версия Salmon, да, то есть лососевый циферблат. Их несколько версий есть на сайте. Ну, захотелось лосося, к тому же оттенок здесь вот то, что надо, такой, знаете, не девчачий, да, не девчачий, а вот такой немножко как бы спокойный, матовый оттенок, очень классный и для повседневной носки вполне может подойти. И знаете, давайте, наверное, сразу по характеристикам, потому что когда я вот первый раз зашел на их сайт, посмотрел цены туда-сюда, я гляжу характеристики и сначала не поверил своим глазам. А действительно, давайте, значит, по порядку, по порядку. Стекло сапфировое с внутренним антибликовым покрытием, сталь 316L. Заднее стекло тоже сапфировое. Ремень из итальянской кожи, суперлюминова C1 на метках и стрелках, водозащита 100 метров. И, тадам, механизм здесь швейцарский STP-111. И причем эта версия без даты. И у них все вот эти механизмы, которые ставят Beaufort, они идут Elabor Grade, да, с отделкой уже такой премиальной, и 44 часа запас хода, плюс-минус 15 секунд в сутки. Точность 28 800 полуколебаний в час. И характеристики такие, как по мне, так супер крутые для своей цены. Почему? Потому что стоят эти часы $800. Но новозеландских, а американских на момент покупки по курсу это было $470. И согласитесь, что за $470, ну то есть плюс-минус где-то 45 тысяч рублей, мы получаем Swiss Made механизм Elabor Grade, да, с отличными характеристиками и из далекой Новой Зеландии. Так что мне это прям показалось очень даже интересным и было одной из причин, что мне захотелось эти часы заказать. Ну, помимо того, что, конечно же, очень интересный здесь дизайн для меня. А дизайн здесь, конечно же, исторический, в стиле 30-х годов. Калифорния, циферблат, когда цифры и арабские, и римские. Впервые это применили в Rolex, а затем чуть-чуть позже в Panerai. Ну и первая версия была с окошком даты, если я правильно помню. И сделали они чуть меньше корпус, чуть более симметричным, в общем, доработали. Я посмотрел специально старые обзоры, вот где-то 4-летней давности, на первую версию. И да, я хочу сказать, что вот эта новая версия в моем понимании и, как мне кажется, намного сделана уже более гармонично.
Говорим с вами про гармонию. 100 метров, да, у нас водозащита есть, но здесь головка не завинчивается, и в принципе это хорошо. В повседневной носке не будет нужно что-то там отвинчивать. Итак, значит, Калифорния, да, у нас нижняя часть идет арабские цифры, верхняя часть римские цифры. Читаемость прекрасная такая, здесь очень много что от пилотов в этих часах. И знаете, что интересно, еще и, я бы сказал, здесь чуточку чувствуется такая немецкая школа, потому что очень длинные ушки. Хотя, может быть, не такие и тонкие, потому что вот эта вот грань тут есть раз, такая зеркальная, плюс центральная часть, и они на самом деле толще, чем кажутся. Кажутся они тоньше из-за того, что сатинирование, а вот боковая часть как будто бы ее нет. Но ушки здесь достаточно длинные. И мне прям очень интересно посмотреть, какие же здесь размеры. Нет, я, конечно, смотрел на сайте, но сейчас я уже про них забыл. 40 миллиметров. Ну, не самый маленький, так что я бы сказал, идеальный размер. В плане того, что они подойдут практически на любое запястье. 11 миллиметров высота, это с учетом того, что стекло здесь чуточку выпуклое, даже может быть меньше получается, чем 11. Ремешок сколько? 22. Ремешок 22. И вот от ушка до ушка 48. Ну, не самый маленький. Не самый маленький. И что там с моим запястьем? У меня 18,5. Ну, вот такая посадка. Да, посадка немецкая. Посадка немецкая, ушки длинные. Я думаю, что на 18 еще сядут. Меньше, наверное, нет. Несмотря на то, что 40 миллиметров здесь размер корпуса. Так что, если вы любите именно вот винтажный размер часов, да, где-нибудь 36-38, то, конечно, эта модель вам не подойдет. Обязательно этот момент учитывайте. А вот если у вас запястье, как у меня, и больше, то будет в самый раз, потому что смотрится здорово, да. Вот такой вот матовый ремешок, как я люблю, без всяких вот блестяшек, без всяких там подкрокодилов, очень такой сдержанный, и как раз все внимание переводится на циферблат. Но циферблат здесь тоже сдержанный. Здесь главное это что? Это цвет и Калифорния циферблат. Круто. Но, конечно, не несколько ноток таких добавили блестящих, да, это рант полированный, это вот эти, опять же, грани на ушках, и немножко так вот часы уже выглядят не совсем винтажно, а, я бы сказал, и винтажно, и современно. И мне нравится вот такой подход, потому что если хочется чистый винтаж, ну, в принципе, можно купить что-нибудь действительно винтажное. А если хочется часы, чтобы они не выглядели прям как часы из 30-х, то вот здорово делать что-то такое уже и в современном стиле. Хорошо, мне кажется, размеры здесь гармоничные, циферблат тоже гармоничный, и вот в этом плане действительно выверенная, тем более уже вторая версия часов. Заводная головка тоже хорошо сочетается и с корпусом, и с размером ушек. Круто. Постарались. Кстати, ого, у нас застежка-то раскладная, да еще с полировочкой в центральной части. Ну что ж, приятно, приятно. Есть система быстрой замены ремешка. Ремешок брендированный Бофор. И я хочу сказать, что ремешок неплох. Он такой матовый, немножко похож на то, что делают, например, ремешки Колореп итальянские, которые я вам несколько раз показывал, которые Тристана часто показывает, да. Неплохо, неплохо. Мягкий, хороший, но при этом пухленький, поэтому он относительно ушек вполне себе идет в размере, да, ну, в комфорте, что называется. Молодцы. Конечно, задняя крышка, здесь все приятно. Основные характеристики написали, и механизм STP очень даже приятно сделан. Элабор, отделка, круто, круто. Нет, здесь вопросов никаких нет. То есть в плане качества отделки, в плане дизайна, в плане геометрии, характеристики, главное, цены для многих-то, да, тем более, что мы с вами часы заказываем из далекой Новой Зеландии, ну, здесь вообще никаких вопросов нет. И у этого бренда несколько моделей есть, они мне все нравятся, честно говоря, это понравилось больше всех, на картинках, по крайней мере. И я думаю, я не прогадал, мне прям понравилась эта модель. Давайте посмотрим, что по весу, с учетом застежки. Не самый легкий, да, как бы. Но 86 это вполне себе немного. Ну и раз уж тут у нас сапфирчик заявлен сзади, спереди, а что бы нам не проверить? Не то, что я не доверяю, но я в приборе батарейку поменял, и надо ее использовать. Опа! Ох, рекорд! Рекорд! Они выбили просто все 10 баллов. Здесь какой-то особый сапфир. Он улетел просто. Никакие часы так не улетали так далеко. Круто.
Здорово. Ну что ж, давайте макро поглядим. Ну что ж, макро, не подведи. Ой, какие здесь вкусные накладные метки-то. Прям брусочки со всех сторон черные. Здесь вот люм в 4 местах, да? Хорошо. И стрелочки тоже с люмом. Стрелочки тоже черные, матовые. И циферблат матовый. Железная дорога, разметочка. Ну, печать здесь достаточно аккуратная. В целом неплохо. В целом неплохо. Может быть, люм на брусочках там в паре мест мог быть чуточку ровнее, но опять же мы с вами смотрим все-таки макро. И циферблат здесь, я бы сказал, безупречен. По полировочке тоже все окей. Логотип на заводной головке. Не самый, кстати, простой корпус. Корпус достаточно сложный. Видите, 3 части. И ран здесь очень интересный. Из 2 частей как бы сделан, да. И плюс выпуклое стекло с приятными искажениями. Ну и приятно посмотреть на заднюю крышку. Здесь очень все симпатично. Я вот всегда говорю, когда у вас есть что показать, показывайте. Когда показать нечего, ну сделайте вы какую-нибудь красивую гравировку. Жаль, конечно, что не брендированный ротор, но я думаю, за эти деньги это будет прям чрезмерная просьба. Ну что скажу вам. Этот микробренд меня удивил, наверное, больше всех в этом году. Он прям, это супер. То, что они делают за эти деньги, это прекрасно. И мне понравился и дизайн, мне понравился характеристики, корпус, цена, все круто. Молодцы. Лайк. Пишите, как ваше мнение относительно Бофор. Может быть, какие-то из этих часов у вас есть. Может, какие-то еще показать в видосе. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.